Греческие притчи. Завоевание мира. Говорят, что в тот день, когда Александр стал повелителем мира, он закрылся в комнате и плакал. Его военачальники были обеспокоены. Что случилось? Они никогда не видели, чтобы он плакал. Не таким он был человеком. Они были с ним в разных ситуациях, когда жизнь подвергалась большой опасности, когда смерть была очень близка, но никто не замечал на его лице следов отчаяния и безнадежности. Он был примером мужества. Что же теперь случилось с ним? Теперь, когда он победил, когда мир завоеван. Они постучали, вошли и спросили: «Что случилось? Почему ты плачешь?» Он ответил: «Теперь, когда я победил, я понял, что проиграл. Сейчас я нахожусь в том же месте, где и был, когда затеял это бессмысленное завоевание мира. Это стало ясно мне только теперь, потому что раньше я был в пути, у меня была цель. Сейчас мне некуда двигаться, некого завоевывать. Я чувствую внутри себя страшную пустоту. Я проиграл». Александр умер в возрасте 33 лет. Когда его несли к месту погребения, его руки свободно болтались по сторонам носилок. Таково было его завещание. Он хотел, чтобы все видели, что он уходит с пустыми руками. Кто больше достоин жалости? Некто сказал Сократу: «Мне очень тебя жаль, ты ведь так беден. Если бы ты мог почувствовать ту радость жизни, которая доступна лишь беднякам и которой ты лишен, то жалел бы себя, а не меня», — ответил философ. На какой жениться? Как-то один человек спросил Антисфена: «На какой женщине мне жениться?» Антисфен ответил: «Если женишься на красивой, то она будет общей женой, а если на безобразной, то она тебе же будет наказанием». Слепец. Один человек незрячий умел про каждое животное, которое ему давали в руки, на ощупь угадать, что это такое. И вот однажды ему подложили волчонка. Он его ощупал и сказал, раздумывая: «Не знаю, чей это детеныш, волка, лисицы или еще какого подобного животного. И одно только знаю: в овечье стадо его лучше не пускать». Так свойства дурных людей часто бывают видны и по их наружности. Ответ на упрек. Платона как-то упрекнули в том, что он беден. На это он возразил: «Неужели мне следует стремиться приобрести то, что жадность и скупость тщательно охраняют, а щедрость и расточительность в конце концов уничтожают? Если...» Царь Филипп, отец Александра Македонского, завоевал Грецию. Страна была раздроблена, и он завоевывал область за областью, пока незавоеванной осталась только Лаконика. Однако силы Филиппа были на исходе, а спартанцы славились как лучшие воины. Филипп решил попробовать овладеть Лаконикой без боя. Он отправил им пергамент с текстом: «Если вы мне покоритесь, я сделаю вас правителями всех завоеванных земель. Если нет, уничтожу ваш прекрасный город». Вскоре пришел ответ. На пергаменте было написано: «Если...»